Анатомия сериала, горячий хит лета «Любовники». В середине июня на канале Шоу Тиме стартовал 4-й сезон сериала «Любовники». История одного курортного романа, изменившего жизни двух семей, полюбилась зрителям настолько, что вот уже 4 года не сходит с экранов. Правда, сценаристы решили не кривить душой и заявили, что 5-й сезон станет последним. Но разберемся подробнее, в чем причина успеха этого сериала и как ему столько лет удается оставаться в центре внимания. О чем в оригинале сериал называется «Роман», или, если будет угодно, «Связь», что более уместно в контексте происходящего между героями. Ноа, писатель, впавший в кризис, он выпустил первый роман и никак не продвинется в работе над следующим. Во 2-м сезоне он напишет книгу, основанную на истории его отношений с главной героиней. Элисон была медсестрой, а теперь вынуждена подрабатывать официанткой в кафе. Они знакомятся в прибрежном городе Монтак, куда главный герой приезжает из Нью-Йорка с семьей на каникулы. А героиня, напротив, давно там живет, без перспектив и надежды вырваться оттуда. Несмотря на мнимую идиллию, у каждого из них в отношениях с супругами давно настал разлад. Ноа страдает от того, что не может работать так, как хочет, и в Монтаке он живет в большом поместье отца своей жены. Он, как и наш герой, тоже писатель, но более известный и коммерчески прибыльный, поэтому не упускает возможности поддеть своего зятя. И даже собственные дети не могут сделать Ноа счастливым. А Элисон, наоборот, потеряла сына, который умер в 4-летнем возрасте. Ее муж, на первый взгляд, грубый и резкий в своих манерах, кажется, быстро оправился от этой смерти, но это впечатление не совсем верно. Смерть сына разрушила их семью, они больше не могли жить как раньше, и каждый по-своему преодолевает обрушившееся на них горе. Сюжет — интересная особенность повествования в сериале. Каждый эпизод поочередно рассказывает одну и ту же историю от лица главных героев. Выясняется, что мужчины и женщины по-разному видят одни и те же события. Причем если в 1-м сезоне говорили только главные герои, то в следующих количество рассказчиков увеличивается. Таймлайн сериала перемещается между прошлым, когда Элисон и Ноа только начали свой роман, и настоящим, когда они рассказывают эту историю на допросе у следователя. От любви до преступления – 1 шаг. За 4 сезона герои проходят множество испытаний, в их жизни появляются новые знакомые и новые интересы, но тот роковой день, когда они встретились, предрешил последующие события. Актеры, несмотря на то, что действие сериала разворачивается в Америке, главные роли исполнили одни из лучших британских актеров настоящего.
Рут Уилсон, известная по роли безумной Элис Морган из «Лютера», здесь выдает такую сильную игру, и неудивительно, что в 2015 году она получила «Золотой глобус» за главную женскую роль. Впрочем, уже через год актриса Мора Тирни, сыгравшая экранную соперницу Уилсон, получила «Глобус» как актриса второго плана. Главную мужскую роль исполнил Доминик Уэст, который 6 лет блистал в «Прослушке», а в этом году ему досталась роль отца Лары Крофт в ребуте франшизы. Британская выдержка и неизменная грусть в глазах только добавляет ему обаяния. Создатели канал Шоу Тимми – один из немногих на американском телевидении, который не стесняется откровенных постельных сцен. Поэтому большинство его сериалов априори имеют пометку 18+. Главными хитами эфира там в разное время были «Блудливая Калифорния», «Страшные сказки» и «Мастера секса», сериалы, препарирующие отношения между полами с хирургической точностью. Шоураннерами сериала стали сценаристка «Карточного домика» Сара Трим и Хага Леви, которые до этого вместе работали над успешным проектом «Пациенты». Это была история о психотерапевте, который мастерски решает проблемы других людей, но не может до конца разобраться со своими. Неудивительно, что психологические мотивы можно проследить и в «Любовниках», где герои подробно рассказывают все самые темные моменты своей истории следователю, как на приеме у врача. Отсылки «Все начинается в Монтоке», это тот самый город, на пляже которого встретились герои Джима Керри и Кейт Уинслет в фильме «Вечное сияние чистого разума». Элисон и Ноа тоже чем-то похожи на эту пару. Сначала они с головой уходят в отношения, а потом пытаются выкинуть эти отношения из головы. Сериал появился в один год с исчезнувшей Дэвида Финчера, и тогда можно было провести параллели с детективным сюжетом, развивающимся на фоне семейной драмы. А теперь «Любовники» отлично рифмуются с большой маленькой ложью, которая рассказывает о том, как переплетение судеб ломает жизни сразу нескольких людей. Здесь также считывается схожесть сюжетной структуры с гениальным «Настоящим детективом», в котором двое напарников в исполнении Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсона вспоминали криминальные дела минувших лет. Каждый из героев раскрывал свою правду, и это еще раз объясняет, почему нельзя полагаться только лишь на воспоминания и показывает, насколько субъективна наша память. Доминик Уэст, Рут Уилсон и отзывы. Кинокритик Егор Москвитин. Первые 2 эпизода «Любовников» безупречны в создании романтического напряжения, но в 3-м совершается расхожая ошибка всех мыльных опер о неверности. Сценарист вдруг рифмует внутреннее семейное дело героев с внешним, разумеется, криминальным, сюжетом. Эти отступления от линии главных героев позволят продлить «Любовников» еще не на 1 сезон, что, судя по рейтингам и отзывам, неизбежно, но по итогам 3-й серии они кажутся разрушительными.
Сложно понять, зачем авторы превращают частную историю в несообразно большую драму. Впрочем, «Любовники» точно не та история, которую можно бросить из-за этих сомнений. Они к тому же с большой вероятностью развеются до конца сезона. Кинокритик Борис Иванов в последнее время часто выходит долгие детективные сериалы вроде «Убийства», где преступления расследуются не на протяжении одной-двух серий, а в течение целого сезона, а то и нескольких лет. Любовники делают нечто подобное с супружеской изменой. В то время как обычно это лишь один из ингредиентов телевизионного супа под названием «Мыльная опера» или «Семейная драма», в новом сериале Сары Трим «Карточный домик» и Хагая Леви супружеская измена изучается под микроскопом, настолько подробно, что повествование ведется с двух точек зрения, и совместные сцены Ноя и Элисон показываются дважды, его глазами и ее глазами. Но вот вопрос, рассказывает ли шоу достаточно интересную историю, чтобы следить за ней на протяжении 10 объявленных серий? После 2 уже показанных эпизодов наш ответ нет. Но Элисон не настолько интересные персонажи и их роман не настолько захватывающий, чтобы каждую неделю уделять им час времени, который можно было бы и потратить на наших близких. Фото imp/kinoposk.ru